Здравствуйте, друзья! Вы когда-нибудь слышали о белорусской диаспоре? Я, например, не слышал. Давайте поподробнее узнаем о такой инициативе у правозащитника Андрея Стрижака. Здравствуйте, Андрей. Расскажите нам подробнее о белорусской диаспоре. Я всегда восхищался армянами. Диаспора, которых очень сплоченная. Она есть в каждом городе, в каждой стране. Можно приехать, получить помощь, поддержку, какие-то, не знаю, на первое время советы, как себя вести в этой стране, как жить в ней. И я всегда думал, вот бы белорусам такую диаспору. Оказалось, что она у нас есть. И 17-20 год показало, что диаспора может группироваться, может объединяться вокруг общих интересов и работать на благо Беларуси. И это очень круто. И то, что сейчас происходит в кругах белорусской диаспоры, это тоже вызывает очень большое уважение и удивление, потому что мы внезапно поняли, что люди, которые, на первый взгляд, должны были ассимилироваться в течение нескольких лет после приезда в страну, потому что, честно скажем, сама Беларусь не имела такой четкой национальной идентичности очень долгое время. Такая советская страна, в которой мы советские люди, и, соответственно, советский человек, попадая в другую среду, он сразу растворялся. Но оказалось, что нет. И те события, которые сейчас происходят в стране, они, на мой взгляд, катализировали эти процессы. Они объединяют диаспору под бело-красно-белым флагом, под гербом погоня и под мыслями о том, как помочь нашей родине. И сегодня мы видим, что Беларусь там, где ты. Беларусь — глобальная страна. Уникальный случай, когда современные технологии и готовность людей участвовать в жизни своей страны позволяют быть белорусом, где бы ты ни жил. И я лично считаю, что гражданами Беларуси являются даже те, кто уже живет с другими паспортами, других стран, но если их мысли и желания и действия направлены на благо Беларуси, это все белорусы. Какое значение имеет диаспора для сегодняшней Беларуси? Диаспора имеет одно из ключевых значений для того, что сейчас происходит в Беларуси. Диаспора участвует в помощи огромного количества инициатив, которые помогают белорусам в стране. Диаспора помогает выплачивать штрафы, помогает людям, которые были уволены по политическим причинам, помогает продуктовыми наборами семьям тех, кто сейчас находится на сутках, либо под уголовным преследованием. И тот объем работы, который делает диаспора для нашей страны, он неоценим. Это значит, что диаспора точно так же, как и мы, белорусы страны, имеют право на участие в принятии определенных решений. И по этой причине, в том числе, фонд Байсол, в частности, будет формировать специальный попечительский наблюдательный совет, в который могут войти представители диаспоры, для того, чтобы их энергия, их опыт, их навыки могла бы быть использована в работе фонда для усиления его авторитета, для улучшения качества его работы и для того, чтобы мы больше могли помогать людям. И те наработки, которые мы сегодня делаем в рамках фонда, поддержка дворовых инициатив, поддержка людей, которые были репрессированы, формирование горизонтальных связей между людьми, это все те наработки, которые будут использованы в будущей Беларуси. И роль диаспор в этом очень важна, потому что опыт диаспор, как я уже подчеркивал, он неоценим, потому что это совершенно иной опыт, не такой, как мы могли приобрести в Беларуси. И благодаря включению диаспор в эту работу мы сможем сделать нашу новую страну, нашу новую Беларусь еще лучше. А чем диаспора может помочь сейчас белорусам? Сейчас, когда мы живем в глобальном мире, когда люди часто меняют место жительства, переезжают из одной страны в другую, кто-то в поисках лучшей жизни, кто-то для того, чтобы сформировать семью, мы сталкиваемся с ситуацией, когда страна становится гораздо шире ее географических границ. И, безусловно, те люди, которые уехали из страны, но поддерживают с ней связь, должны иметь возможность каким-то образом влиять на то, что происходит в стране. И для меня в идеальной новой Беларуси я вижу роль диаспор таким образом, что сейчас идет очень много разговоров о новом плане Маршалла для Беларуси, о плане широкой экономической поддержки для того, чтобы перестроить нашу экономику на рыночные рельсы, для того, чтобы Беларусь быстрее вошла в ряд демократических стран, передовых стран. Но мы забываем о том, что нашим главным потенциалом, который нужно использовать, является опыт, ум, финансовые возможности наших диаспор. Представьте себе ситуацию. Человек, который научился жить в условиях Беларуси, возможно, вел какой-то бизнес и потом был вынужден уехать из страны, он получает такую фору перед любым бизнесменом в западном обществе, что он достаточно быстро достигает больших высот. И опыт показывает, что это действительно так. За эти 26 лет очень многие белорусы, которые уехали из страны, в том числе и по политическим причинам, достигли больших высот, командных высот в транснациональных корпорациях, в национальных правительствах других стран. И их опыт, их умения, их навыки, их финансы, их энергия очень нужны будут для того, чтобы страна развивалась так, как она может развиваться. И поэтому в этом и есть плюс такого
банка спасения, банка национального спасения страны, в который могут быть вложены эти ресурсы, перед планом Маршалла, потому что план Маршалла — это все-таки определенная зависимость от других стран, это кредитные средства, которые нужно отдавать. И я вижу будущее диаспоры для Беларуси как такой большой процесс возвращения этих ресурсов, возвращения этих людей в страну и их работа на благо нашей Родины. Отдельно стоит подчеркнуть такой момент, что мало хороших примеров для постсоветских стран, в которых бы была реализована система вот этого возврата людей. Потому что, не секрет, после развала Советского Союза очень многие люди уехали. Практически все постсоветские республики потеряли очень большое количество людей, которые устроились на новом месте. И я думаю, что нам стоит проработать концепцию и программу, которая будет направлена на возвращение этих людей. Это может быть такая определенная карта белоруса, например, которая бы уравнивала граждан других стран, получивших паспорта других стран, но белорусов по происхождению в возможностях с белорусами страны, которые, в свою очередь, получат возможность работы по определенным преференциям. То есть, безусловно, экономика в первую очередь идет. Если мы говорим об экономических реформах, то, безусловно, новые предприятия, которые будут открываться, должны будут иметь определенный период налоговых льгот, возможности дополнительных преференций и бонусов, которые нужны для того, чтобы эти предприятия развивались. И я считаю, что представители диаспоры, вне зависимости от того, какое у них сейчас гражданство, должны иметь равный статус с гражданами Беларуси, которые открывают бизнес в стране. И вот как раз-таки концепция карты белоруса, она может нам в этом помочь. И вы же понимаете, что то, что сейчас происходит с нашей страной, привлекает внимание со всего мира. И слово «белорус», слово «Беларусь» становится престижным. И поэтому иметь такую карту белоруса будет тоже престижным, и принадлежность к этой нации будет котироваться очень высоко. Как диаспоры могут помочь революции? С каждым днем мы видим, что репрессии против белорусов усиливаются. И в этой ситуации роль диаспор становится все более важной. Потому что если мы раньше могли рассчитывать больше на силы внутри страны, на помощь бизнесов, на помощь друг другу по системе peer-to-peer и прочим вещам, то сейчас мы видим, что репрессии, в том числе экономические, ведут к тому, что люди начинают бояться донатить на фандрейзеры, что люди начинают опасаться блокировки счетов и прочего. И в этом плане диаспоряне, которые находятся за пределами досягаемости удара лукашистских властей, они имеют гораздо больше возможностей для помощи и для того, чтобы консолидированно работать на перемены в Беларуси. И я вижу, что роль диаспор такова: продвигать белорусскую повестку, добиваться секторальных и персональных санкций в национальных правительствах тех стран, где они живут, поддерживать инициативы, которые помогают белорусам. В частности, например, продуктовые наборы, которые поставляет IneedHelpBuy.org. Это структура, инициированная флоридскими белорусами Филиппом Гавришевым, который уже на данный момент более 1000 семей смог помочь благодаря этой инициативе. Это секторальные фонды солидарности, в частности, фонд спортивной солидарности, фонд медицинской солидарности, фонд культурной солидарности, который каждый занимается помощью представителям культуры, спорта и медикам. Это фонд Байсол, который занимается помощью уволенным в широком плане. Это фонд Байсол, который занимается помощью отчисленным студентам, с забастовочным комитетом и помощью дворовым инициативам, который тоже очень важный элемент, который помогает выстроить горизонтальные связи внутри страны. Вот в этом я вижу роль диаспоры. Ты упомянул наблюдательный совет фонда. Как представителям диаспоры туда войти? Да, действительно, этот наблюдательный совет сейчас только в планах. Мы прорабатываем его концепцию, его статут, его общие принципы вхождения туда людей. В ближайшее время мы объявим о начале набора людей в этот наблюдательный совет. Для того, чтобы не пропустить объявление и иметь возможность подать заявку, подписывайтесь на наши социальные сети в Инстаграме, Телеграме, Фейсбуке, для того, чтобы иметь возможность вступить в этот процесс. И я уверен в том, что мы получим большое количество хороших заявок, потому что лично я знаком с большим количеством представителей диаспор, которые с восхищением смотрят за тем, что происходит в стране, и они хотят участвовать в этих процессах. И участие в наблюдательном совете фонда Байсол — это один из способов, один из методов претворения идей, которые есть у диаспор в жизнь. Это такая прямая связь между теми, кто выходит на улицу, теми, кто бастует, теми, кто продолжает протест в Беларуси, и теми людьми, которые сейчас за рубежом больше всего хотят их поддержать. Очень часто меня спрашивали и до сих пор спрашивают, какую долю пожертвований, помощи и прочего составляет страны диаспоры.
Я в последнее время перестал отвечать на этот вопрос, потому что Беларусь, она везде. Я не делю белорусов на белорусов страны и белорусов диаспоры, потому что это одна большая общность. И так будет в новой стране, так будет в новой Беларуси. Никто не будет человеком второго сорта только потому, что он по разным причинам был вынужден уехать из страны. Мы будем приветствовать всех и каждого. Каждый белорус, вне зависимости от того, какой у него паспорт, остается для нас белорусом. И поэтому мы будем также вести разговор о том, чтобы принять закон о втором или двойном гражданстве, который позволит улучшить положение диаспорян. Это будет возможность более легкого получения паспорта для детей, родившихся за рубежом. Это будет система целенаправленной государственной поддержки тех людей, которые уехали, вне зависимости от того, когда и почему они уехали. Мы будем рады всем и сделаем нашу Беларусь глобальной страной. В Новой Беларуси найдется место всем. Спасибо, Андрей. Дополнительную информацию вы можете найти в описании к этому ролику. Переходите по ссылкам.